Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приглашаю вас к просмотру. Сегодня я буду раскрашивать в релакс-раскраске «Уютный мир». Ну, когда эти раскраски появились, я, честно говоря, долго думала, купить, не купить. Наверное, всегда, когда так думаешь, наверное, лучше не покупать. Хотя, конечно, не обязательно, но... В общем, в итоге я приобрела одну, другие не стала брать. Потом еще какие-то были сомнения. В итоге пораскрашивала. В основном мы красили вместе с Оксаной. Даже можно, кстати говоря, полистать немножко. Посмотреть, сколько у меня здесь раскрашенной иллюстраций. Ну, так, по-быстренькому. В общем, не очень много, хотя есть. Много чего мы раскрашивали маркерами, но потом так она у меня и лежит. Вроде бы иллюстрации уютные, симпатичные. И в тот же момент, знаете, меня что-то здесь останавливает. Казалось бы, детальная прорисовка. Но вот... так наверчено здесь все, что не всегда понятно, что изображено, где. Поэтому у меня особо к ней рука не тянется. Видите, сколько всего пропущено. Вот это, по-моему, одна из первых сделана маркерами. Ну вот карандашами, вроде кажется, что карандашами будет классно, а такое чувство, что все теряется. Ну, как-то так. Вот тут еще. Иллюстрация. В общем, пока... не знаю, что именно пораскрашивать. Скорее всего, раскрашу, наверное, вот эту. И я пока еще не знаю, чем буду красить. С одной стороны, наверное, где-то, может, и маркерами. А где-то и карандашами. А может быть, все маркерами. В общем, посмотрим. Кстати, хочу показать процесс изготовления гномика. Я тут симпровизировала в мастер-классе. Ну, в общем-то, там и сказано, что можно делать как угодно. Я сделала, там были просто у него ручки, а я сделала как продолжение одежды. Как будто вот тут у него рукава, и не было ножек, но я решила сделать ножки. Если бы без ножек, он сидел бы вот так, вот ровненько, точнее, стоял. А так получается, что он, видите, как сидит. Борода была у него подлиннее, но я посмотрела, все-таки это как бы не очень хорошо. И здесь предложено сделать, что можно сделать бубенчик, ну не знаю. И тут я еще сваляла немножечко, доваляла шапочку. Ну, в общем, это еще в процессе, но большая часть сделана. А вчера ко мне приходила моя ученица маленькая и тоже попросила ее научить валять, показать, как это делается. Но я на тот момент даже мастер-класс еще не смотрела, и у нас, сразу говорю, у нас было 10-15 минут, не больше, потому что все-таки она приходит ко мне заниматься танцами. И в итоге, ну, такой получился не очень-то, но кое-что мне в нем понравилось. Да, мы как бы переборщили немножко с носом. Вот. Ну, бороду я еще не равняла, хотя в данном случае, может быть, будет и нормально. Но мне понравился колпачок у него. Не, ну хотя как, ну колпачок, он по факту пропорционален туловищу, но он как-то, ну не знаю. Мне колпачок нравится значительно больше, чем у моего. Ну, точнее, он как-то посмелее изогнут, потому что здесь
Ой, а кстати, да, наверное, я вот еще здесь подправлю форму, потому что мне нравится, чтобы не только сюда вот он загибался как-то, да, а еще вот когда сзади. Надо вот здесь провалять немножко получше. А так, в целом, и тот, и другой гномик. Ну, да, этот сделан в спешке для 15 минут, и это очень даже хорошо. Я потом еще его немножко доработала. Руки, может быть, переделаем, ну, на следующем занятии. Ну, в общем, в этот раз мы помимо танцев еще учились валять. Мы делали слаймы как-то, мыло варили. Ну, в общем, милейший гномик. Ладно. С чего бы здесь начать? Ну да, с одной стороны, вроде и хочется пораскрашивать чем-то таким, ну, карандашами, а в тот же момент, ну, в конце концов, односторонняя же здесь иллюстрация. Не решила, в каких тонах. Здесь тоже можно мэджиком, а можно на самом деле взять что-то светлое. Что тут у нас с этим маркером? Нет, это довольно темное. Надо взять из старого набора Мазаря. Здесь именно... Так, это тоже не то. Ну, сейчас найдем. Что-то такое средненькое мне надо. О, вот, пожалуй, это, но теперь они тоже стали вонять. Да, вот у Мазаря есть эта проблема, они не супер, конечно, тоже долговечные, но пропитка у них изначально очень сильная, и потом все это начинает вонять. Причем самые из них долговечные воняют. Вот особенно бордовый, я рассказывала, там вообще просто ужас. Но этот вроде не так. Но он, как видите, и подсыхает. Но я, собственно, этим цветом-то пользовалась. Вопрос в том, что зачем я вот так делаю. Я по привычке. Потому что все эти штуковины деревянные я раскрашиваю же мэджиками обычно. А там очень важно соблюдать вот это вот направление, видимо, по привычке. Ну, направление важно там соблюдать, потому что именно вот этот вот узор идет. Такой практически за счет смешения цветов. Ну ладно, вот здесь как раз можно и доиспользовать на таких моментах эти маркеры. Так, а по-моему, здесь что-то тоже, мне кажется, если я не ошибаюсь, деревянное. Ладно, это я потом вблизи посмотрю, не могу разобрать. Так, и вот здесь, по-моему, здесь, мне кажется, еще какая-то то ли корзиночка стоит. Ну, похоже. Очень. А может и не корзиночка, ладно. Раскрашу так. Вот, знаете, вот как раз-таки это меня и немножко напрягает в данной раскраске. То есть все, сами иллюстрации меня устраивают. Но реально не все можно понять. Да, это наша фантазия, можно додумать, но в какой-то момент думаешь, ну, не хочется же совсем-то напутать. Так, теперь нужно что-то такое... И не сказать, что оранжевый, может быть, вот это. Но здесь не всегда совпадает вот цвета. Не, ну вообще нормально. Вот если взять этот и, может быть, еще какой-нибудь. Давайте попробуем вот этот. Ой, не, боюсь, он, наверное, будет темно. А нет, нормально будет, кстати. Я просто хочу немножечко посмешивать, побаловаться. Может быть, вот так вот. Сейчас я попробую. Вот.
Может быть, даже нулевку не придется использовать. Ну да, здесь вот видны переходы, хотя я не знаю, как это будет на камеру, но именно мне такие переходы видны. И, может быть, я бы даже... Да что ж, я все время вот эту часть добавляю, открываю. Вот так вот. Нормально будет. И здесь, я думаю, можно прожилочки так пораскрашивать. Мне сегодня пришла моя пряжа, пойду получать, потом покажу. Но на самом деле у меня по вязанию и по другим видам творчества будут отдельные видео. Вот, но я не буду их снимать как полноценные влоги. Там, знаете, что вязать на камеру. Это скорее я в лайф-влоге какие-то могу сделать включения. Ну, пока что. Какие-то покупки коротенькие могу здесь показывать. Ну так, под настроение. Потому что все-таки я хочу, чтобы хобби-влог именно был про раскраски в основном. Но какие-то перебивочки, да, будут. Так что, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. У меня контента со временем прибавится. Конечно, не все успеваю, но я к этому стремлюсь. В любом случае у меня видео на канале выходят каждый день. Так, ну сейчас я подумаю, какой еще взять цвет. Ну, решила долго не выбирать. Так, для интереса, как будет, как раскрасится, так и раскрасится. Немножко растекается. Ну, вот как-то так. Так, по-моему, здесь еще продолжение листочка надо докрасить. Докрашу. Так, это часть подсвечника. То, что вязаное, сделаю немного другим маркером. Хотя они очень даже... Ну, они отличаются, но в целом они подходят. Хотя, может быть, здесь лучше было бы какой-нибудь контраст. Хотя нет. Именно слегка отличающиеся. Ну вот, пожалуй, этой раскраски шанс появился именно за счет того, что под настроение подходит, подо все. Так, теперь вот этот. И вот этот. Хотя странно. Они вообще похожи как-то. Не, ну все нормально, да. Надо еще немножко гелевой ручки добавить по контуру. Я думаю, что будет в самый раз. Так, вот здесь. Нет, не это. Вот это. Вот здесь доделаю. Хорошо здесь получилось, даже реально нулевка не требуется. В процессе раскрашивания подобрала еще оттенки, но все-таки карандаши бы, конечно, еще больше оживили иллюстрацию, но ладно. Так, продолжу раскрашивать следующий тапочек.
Ну, я как-то не знаю. Думала и все же остановилась здесь на маркерах. Просто да, напрашивается карандаш, но именно из-за всего этого наверченного придется долго мучиться. И тогда у раскраски есть шанс только опять оказаться на полке. Конечно, вот здесь бы выкраска не помешала, но я такое делаю только на карандашах, ну и на каких-то там фломастерах, не на всех. Просто карандаши долго не заканчиваются. Фломастеры тоже как бы чуть более долговечные, чем маркеры. А на эти время убьешь, а потом это закончится быстро. Но вот здесь оттенки такие схожие. Но вот этот, кстати, заметьте, вот этот выглядит светлей, а на деле он прям такой здесь темный, насыщенный. И каким я, интересно. Да, наверное, вот этим я делала. У меня почему-то выскочило из головы. Чем я тут делала серединку. Нулевка на бантике потребовалась. Ну, во всяком случае, здесь. Но я думаю, что и на этом уже для одинаковости воспользуюсь. Хотя как... Да, воспользуюсь, потому что то же самое. Видимо, маркер суховат, но он не заканчивается, просто сам по себе суховат. И... Нет, ну можно пройтись вот так получше. Тогда будут эти эффекты, но лучше нулевку использую. Я ей пользуюсь не так часто, и будет обидно, если она подсохнет. А так даже неплохо. И вот это уже мазали. Ну, будем считать, что типа как телесный. Вот. Например, вот это можно сделать вот этот. Сейчас посмотрим, с чем сочетать. С этим, что ли? Нет. А как, если с этим? Нет, с этим будет, наверное, вот эти два. Сейчас я открою, чтобы все делать побыстрее. Ой, я забыла вот эту прорисовать. Чтобы помягче были переходы. Да, атмосферные иллюстрации. Довольно-таки. Прям классно. Сейчас еще вот здесь сразу закрашу. Угу.
вот это. И, наверное, вот это. Пока закрою маркер. Сегодня у меня во влоге будет только одна задействована раскраска, потому что масса еще дел, нужно по делам бежать, поэтому ладно, сегодня ограничусь одной, потому что нужно еще будет доделывать разные иллюстрации. Так уж получилось. А дней остается мало. Сегодня просто еще к зубному ехать. Надеюсь, что сегодня все-таки все состоится. Да нет, ну все нормально будет. Просто в тот раз был косяк, когда напутали. Но не я, а врач. Ладно, все мы люди. Все мы ошибаемся, не ошибается тот, кто ничего не делает. Правильно? Ну вот. Уже как минимум половина иллюстрации раскрашена. Но я ее сегодня успею раскрасить. Похвастаюсь покупочкой пряжи, наверное, в следующем видео. Скорее всего. Так, и у меня здесь использован розовый. Вот. Я же еще, смотрите, я здесь забыла. Вот. Надо мне себе типа такие связать, потому что я себе вязала и, наверное, лет за 5 я их сносила. Но я их не каждый раз использовала. Ладненько, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.